дорогие друзья, это наш последний влог с групповой стадии ЕПЛ. Вы пишете, что предыдущий был очень грустным, и я с вами полностью согласна. Все согласно результатам. Однако сегодня у нас последний шанс пройти в стадию плей-офф. Игра против NIP, Best of 3. Прямо сейчас ребята уже отправились на Venue. Мы сейчас последуем за ними. Сегодня будет все немножко в другом формате, потому что вся группа, все команды будут играть одновременно. У нас будет 3 Best of 3 одновременно на площадке. А зная, как некоторые любят покричать, пошуметь, я думаю, что это будет эмоционально. В общем, давайте пожелаем нам удачи. Я знаю, что вы, конечно же, смотрите этот влог уже в будущем, поэтому, наверное, знаете результат. Надеюсь, он хороший. Хорошо, друзья, давайте болеть за нами, пойдем. Илья, какие будут сегодня карты против NIP? Инферно, Оверпас, Инферно, Мираж, Оверпас. Мы бы боялись Ancient Peak. Вчера расстроились? Да. Сильно? Да. Вчера сразу спать пошли или обсуждали еще? Ну, мы чуть обсудили, но это не было как командно, просто кто остался в практике, немного поговорили. Сегодня разобрались. Пока у нас есть немного времени, ребята разыгрываются. Я вам предлагаю посмотреть небольшое видео с Андреем Блейдом. В Твиттере мы спрашивали у нашего комьюнити, какие бы вопросы вы хотели задать Андрею, нашему тренеру. Вы их задавали, и сегодня он на них ответит. Плюс мы немножко поболтаем об игре против Vitality и о предстоящей сегодня игре с NIP. Поэтому приятного просмотра. Всем привет! Вы задавали вопросы в Твиттере, и я готов на них ответить. How did he, то есть ты, manage to build such an incredible and stable system within the team that even with new IGL and new player in the team, still on the top? Много опыта и знаний помогают мне в этом. Who is the best IGL at the moment on the scene and why it's Electronic? Кто лучший in-game лидер сейчас на про-сцене и почему это Элик? Я думаю, что здесь ты можешь сказать, считаешь ли ты Электроника одним из лучших IGL, несмотря на то, что он Я думаю, Электроник еще далек от своего потолка, то есть он может намного лучше, это 100%. На данный момент его нельзя называть лучшим EGL, у него еще мало опыта в этом, но потенциал стать лучшим точно у него есть. Что ты говоришь игрокам во время тайм-аутов? Какие проблемы, what problems are you looking to address in this, какие проблемы можно осветить и попробовать решить за эти 30 секунд? За 30 секунд можно много чего решить, потому что у нас есть игровой план. Соперник может играть иначе или он может подстраиваться, нам тоже нужно успеть поменять что-то. И если иметь довольно-таки продуманную систему, то за счет правильных корректировок ты ее подстраиваешь под это все. Что бы ты назвал более важным в хорошем игроке? АИМ, геймсенс или механика? Ну, в хорошем игроке есть, наверное, еще и другие качества, но из этих трех, наверное, лучше всего и важнее всего геймсенс. На тир-1 уровне это, наверное, очень такой весомый фактор. Скучаешь ли ты по тому, чтобы играть по карьере про игрока? Я об этом в целом не задумываюсь, потому что я фокусируюсь на тренерской роли в основном, и никогда не бывает мыслей, чтобы я там подумал, если бы я сейчас играл и так далее. То есть эти мысли ушли давным-давно, может, года 2 назад. Скорее нет, чем да. Ты играешь в CSGO сейчас? Если да, то как часто? В CSGO играть времени особо нет. Я в основном смотрю какие-то повторы, матчи, могу бегать по карте, придумывать какие-то идеи. В целом, если брать период какой-то, типа там, между 2 отпусков, то график очень-очень плотный на самом деле, и очень важно выделять время, наоборот, и отдыхать от компьютера, потому что будет бёрнаут, перегорание, и это было неоднократно, и еще, думаю, может случаться со многими игроками. Хорошо, если не CSGO, ты говоришь, или есть ли игры, в которые ты играешь, помимо этого? Игры. Ролевые, может, только. Иногда, очень редко, но и тоже давно не играю. На телефоне какие-то такие интеллектуальные мобильные игры, короче, вот. Дальше спрашивают, какую яичницу ты предпочитаешь, sunny side up or scrambled, то есть, наверное, глазунья или омлет? И я предпочитаю пашот. What makes Simple a GOAT? Что делает Simple лучшим игроком? Внутренние качества, то какой он есть, как-то какой у него характер, его порода, да, если так сказать. В каждом спорте есть такие личности, у которых максимально уникальное видение
каких-то игровых ситуаций. И чувство игры, то есть тот же Game Sense. Расскажи, пожалуйста, как вчера прошла игра против Vitality. Первый раз мы за долгое время проиграли им. Как ты думаешь, почему так произошло? И я думаю, тут ключевых два фактора. Первый, то, что Vitality прогрессируют, они играют все лучше и лучше, что в принципе закономерно. У них люди, которые знают, как достигать успехов, у которых собраны личности, у которых есть опыт достижения целей, успехов и так далее. Они знают, как построить тренировочный процесс. В том числе они стали играть намного лучше на Мираже. Мы с ними несколько раз уже встречались, они много чего понимают, уже сами подстраиваются, что-то добавляют, что-то новое придумывают. Поэтому это был главный, наверное, фактор для нас. Но второй фактор то, что у нас было очень мало тренировок с Сашей, и мы не можем позволить себе играть другие карты той вариативности, которая была ранее, например, да, то есть мы бы однозначно, видимо, пикнули бы нюк своей картой вчера, если бы хотя бы сыграли там на просто 2 дня, 5 праков на этой карте. Вот, и было бы, думаю, 2-0 вполне спокойно. Вот, но за счет этого Dust 2 у нас чуть не пошел, поэтому мы решили играть в Overpass. У нас получилось очень хорошо в последнее время, но там было очень много неудачных моментов именно на Overpass. Чуть просел по перформансу, скажем так, просел Витя на третьей карте по сравнению с первой и второй, то есть у него получалось на первой хорошо, на второй чуть-чуть он сбавил, но тоже был в фокусе, на третьей видно было, что он уже потерялся, скажем так, вот, то есть там были многие моменты ключевые, вот, но мы с ним поработали на этой карте, и думаю, делать на этом, прогресс будет. И Валера очень много ошибался, в последнее время у него есть провалы в игре, не всегда, то есть они так волнами. То ли теряет уверенность, то ли не может найти решение, какое ему лучше сыграть. И он начал допускать очень много грубых ошибок, таких ключевых, я бы сказал, в ключевых раундах, которые меняют ход игры вообще в противоположную сторону совершенно. В этом, то есть нужно будет поработать с Валерой, с Витей однозначно. И больше потренироваться, просто если бы мы потренировались, мы бы чувствовали себя намного комфортнее и на Overpass, и на пикнули бы другую карту, думаю, не Мираж. Потому что пикать подряд столько раз Мираж с ними, не самый лучший вариант. Ты неоднократно говорил о том, что, да, не хватает тренировок, и сейчас ты это повторил. Будет ли, если мы проходим на плей-офф ЕПЛ, да, по итогам сегодняшней игры, будет ли какая-то возможность собраться вместе и провести хотя бы какое-то время за праками? У нас будет очень много времени, то есть достаточно времени, чтобы поиграть в онлайне. В онлайне у нас тренировки довольно-таки продуктивные, то есть мы набираем хорошую форму, это было и в прошлом сезоне. Имеется в виду в прошлом году и даже в прошлом сезоне. То есть мы не ко всем турнирам приезжали через буткэмп. Вот. У нас, скорее всего, будет буткэмп перед мажором, поэтому самоотдачи на тренировках и самоотдачи на самом турнире, чтобы это был пик, нам нужно, чтобы буткэмп был один. Если мы сделаем буткэмп перед EPL, он соберет у нас частично силы для того, чтобы потом еще сильнее выложиться на мажоре. То есть, я думаю, мы просто соберемся там за 2-3 дня, если будет возможность тут, на плей-офф. И важно понимать, что после плей-оффа сразу идет РМР. Да, и мы его проведем на Мальте. Да, в той же локации. И, соответственно, тренируемся после групп. Если проходим, тренируемся к плей-оффу. В онлайне приезжаем сюда, играем сразу РМР. И после РМР у нас будет небольшой перерыв, буткэмп и мажор потом сразу после этого. И если делать сейчас буткэмп, то это будет постоянное нахождение на условном буткемпе, да, то есть постоянно вместе, в рабочем процессе, и это было проверено уже много раз. Через месяц наступает спад у всех. И нам нельзя допустить этого спада именно к мажору. Сегодня игра против НИП, которая, в принципе, решит, выйдем ли мы в стадию плей-офф, что сейчас это является аутсайдером, в принципе, группы. Что скажешь об этой команде, что у них не получается, потому что, в принципе, наверное, все Endpoint считали главным аутсайдером, андердогом, и получилось, что NIP. Что у них не получается, но нужно анализировать их больше. Они поменяли роли прямо внутри турнира, в течение турнира. Это не самое лучшее решение, мне кажется, но если уже все идет так плохо, то чтобы они прям меняют в течение турнира, но, наверное, там реально какие-то проблемы. Какой план на сегодня у ребят? Расскажи, пожалуйста. План, как и всегда, мы собираемся
до 4-5 часов до игры, анализируем ошибки, выстраиваем геймплан, обсуждаем геймплан, обмениваемся идеями. Вот. Потом настраиваемся на матч, разыгрываемся. Каждый выстраивает свой АБС, то есть пытается настроить свое лучшее боевое состояние, оптимальное. И мне вчера очень понравилось наше состояние игровое, вот прямо на первой карте. Мы давно так хорошо не играли. Вот, поэтому, надеюсь, сегодня будет так же. Хорошо, спасибо тебе большое. Тогда мы идем готовиться к игре. 6 команд в группе, все они сейчас находятся здесь на венью. Мне уже жарко, я представляю, какой будет накал эмоций. Давайте я вам покажу, где кто сидит. Значит, сидим здесь мы. Мы тут уже 3 матча, насколько я понимаю, только первые были на нулевом этаже, поэтому нормально, близко идти к еде. Рядом с нами сидят фнатики, прямо сразу. Они вроде не сильно кричат, поэтому это хорошо. Посмотрим, кто сзади. С нами сидят эндпоинты, которые очень громко орут, как вы уже знаете. Давайте посмотрим на них. Вот эти ребята. Сегодня они играют против Fnatic. Рядом с ними сидят спириты, они сегодня играют с Vitality, топ-1 группы. Внизу у нас сидят Vitality и Днипы, против которых играем мы. Максимально далеко от нас. Придется нам смотреть все вместе матч со всеми менеджерами, со всеми организациями Players Lounge. Это непривычно, потому что мы там обычно одни лежали. Даже вчера на матче против Vitality не было менеджера в лаунже, поэтому он был полностью в нашем распоряжении. Сегодня придется делиться. Ну что ж поделаешь, ладно. Давай четенько, жестко, уверенно. Со старта начинаем. Забери мой смог, Олег. Сейчас. Молик темный нужен был. Я дам молот. Я на смоке 90. Давай смог 90. Даю смог 90. Буду флеш под первый, давай. Буду флеш под первый, давай. Давай, Валя, отойди. Флеш? Я готов флеш. Дал под первый. Забрал КТ, забрал КТ убил. Первая карта завершилась, к сожалению, мы ее проиграли, и сейчас рядом со мной менеджер команды Александр, который ответит на пару вопросов. Итак, Александр, что пошло не так на Инферно? Мы смотрели внимательно эту карту. Почему так все произошло? Буквально все пошло не так. Мы уже третий день не можем никак, я не знаю, прийти в себя, что нас так шокировало. То ли это нас поражение от эндпоинт так выбило из колеи, то ли еще что, то ли... Я не знаю, честно, на что пенять. Надо просто самим сейчас собраться и показать максимум, чтобы не было стыдно отсюда завтра улетать до дома. И чтобы мы обязательно вернулись сюда через пару недель. Какое у ребят настроение после первой карты? Ты пообщался с ними? Я пообщался. Не скажу, какое настроение, потому что оно у всех разное плавает. Все пытаются какие-то найти причины и проблемы, но все, что было, уже не важно. Главное, как мы сейчас. Я бы сказала, задумчивая, да? Да. Все призадумались, поняли, что тут на горизонте маячит вылет с турнира и не проход в плей-офф первый, я не знаю. Нет. Остановись. Мы не будем. Я говорю, что маячит, но этого не произойдет, Этого не само собой. произойдет. Этого не Потому что ребят мы собрали, сейчас, надеюсь, Верим. полетим вперед на всех Вторая парах. Мираж, поэтому погнали смотреть вторую карту. Погнали.
Давай, побежали. Дефолт. Под нами, под нами. Еще машина. Подбил. И кухня третья. Сколько красных? Один. Два минимум. Да нет. Не иди, я запросил дигл, братан, не иди. Саня, они тебя хотят дигл. Шанс был. Но у тебя час еще есть. Разыграй. Не вижу. Или нет? Вышли, бомба! 3, 2, 3 монстр! Все три монстра. Слева пошли, все, убивай. Меня молик купит. Валер, беги, Валер. Ставь бомбу. Только что завершился наш матч против NIP. Мы проиграли на третьей карте их, в принципе, матче. Однако мы прошли стадию плей-офф и приедем на Мальту через 3 недели. И такое бывает. Наша судьба решилась тем, что Fnatic обыграли Endpoint, и по очкам мы прошли в тройку команд, которые приедут вновь на Мальту. С первого места вышли Vitality, Fnatic и мы. Вот такие дела, друзья. Спасибо, что смотрели наши влоги, спасибо, что поддерживали. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что еще у нас впереди очень много интересного. Впереди у нас плей-офф EPL. Всем пока!